Всем привет! Мне стало интересно, можно ли приготовить соевое молоко в домашних условиях. Если вам интересно это видео, продолжайте смотреть. Меня зовут Галина Артеменко, и вы на канале Жизнь вкусная. Соевое молоко – это настоящее спасение для тех людей, кто соблюдает пост, также придерживается вегетарианского или веганского образа жизни, либо имеет какие-то проблемы с усвоением животного белка. Кроме того, этот ингредиент очень интересный и может помочь расширить привычный рацион и сделать его интереснее. А еще из соевого молока можно приготовить домашний сыр тофу. Об этом я расскажу в следующем видео, а пока приступим к приготовлению соевого молока. На каждые 100 граммов сухих соевых бобов потребуется 700 мл воды, с учетом той, которую соя впитает за время замачивания. Поэтому ее необходимо будет взвесить до того, как вы будете ее замачивать, и после того, как вы ее будете замачивать. Ту разницу воды, которую она впитает, нужно будет вычесть из общего объема. Сою я предварительно перебрала и удалила все порченные зернышки. Хорошенько ее промываю для того, чтобы удалить остатки пыли и грязи. Посмотрите, вот у меня были зернышки довольно-таки грязными по состоянию того, какая вода после них осталась. И теперь я заливаю сою щедрой порцией холодной воды. Порция должна быть довольно-таки большая, потому что соя очень сильно увеличивается в объеме. Оставляю сою на ночь впитывать влагу. Посмотрите, как она выглядит на утро. Хорошенько промываю ее в большом количестве чистой воды и откидываю на сито. Вот, кстати, посмотрите, как сильно увеличились соевые бобы, вобрав в себя влагу. Готовить соевое молоко я буду при помощи двух своих блендеров. Первый экспонат – это мой блендер-стакан от кухонного комбайна Philips. И второй экспонат – это мой фитнес-блендер от Russell Hobbs. Отправляю замоченные и промытые бобы в блендер и заливаю их чистой холодной водой согласно дозировке, о которой я говорила в начале видео. Philips можно заполнить до отметки в 1 литр, а в Russell Hobbs отметка 700 мл максимальная. Но второй блендер более мощный, соответственно, он будет готовить молоко быстрее. Измельчая бобы в двух блендерах, я заметила, что мой фитнес-блендер справляется с задачей намного быстрее. Несмотря на то, что он меньший по объему, в нем готовить молоко получается быстрее. По внешнему виду измельченной массы видно, что она более однородная, соответственно, он лучше измельчил соевые бобы, и молоко будет более насыщенным. В Philips мне нужно было измельчать бобы примерно до такой же степени, раза в 2-3 дольше. Теперь я буду избавляться от соевого жмыха. Можно использовать несколько слоев марли, специальные мешочки для приготовления сыра. Я беру такой вот агроволокно. Оно довольно-таки тонкое, но прочное и хорошо отфильтровывает даже самые маленькие частички. Молоко будет очень-очень нежным, гладким. Выливаю измельченную соевую массу, хорошенько закручиваю агроволокно и начинаю тщательно доить свой соевый жмых. Отжимать соевое молоко нужно до тех пор, пока вы не почувствуете, что масса, сам жмых соевый стал довольно плотным, пластилиноподобным, и молоко уже особо из него не выделяется. Кстати, вот эта вот остаточная масса, жмых, называется окара, и ее можно использовать для приготовления каких-то вегетарианских или постных тефтелек, котлеток, и даже добавлять ее в тесто. Пока еще сырое соевое молоко, его употреблять нельзя, его нужно прокипятить. Я выливаю все молоко в большую кастрюлю, довожу его до кипения и, помешивая, варю в течение 10-15 минут. Не стоит далеко отходить от кастрюли, потому что, как мы знаем, бобовые во время кипения начинают хорошенько пениться. Также в процессе кипения, вот как на обычном, на коровьем молоке, образовывается такая вот пенка. Ее после приготовления можно будет просто аккуратненько убрать. Домашнее соевое молоко готово. Да, оно имеет специфический привкус, но его легко можно сгладить при помощи добавления ванильного экстракта, либо же простого ванилина. Готовьте из него смузи, каши, добавляйте в кофе и даже можете использовать для приготовления таких десертов, как панна-котта. Ну, а у меня соевого молока довольно много, поэтому я буду готовить из него соевый сыр тофу. Об этом будет в следующем видео. Не пропустите, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы получить уведомления. Если это видео вам понравилось, обязательно поставьте лайк. Меня зовут Галина Артеменко, и вы на канале Жизнь вкусная.